Дорогие друзья, давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Ваши отношения его глазами». Как видит партнер ваши с ним взаимоотношения, что у вас сейчас и как он видит их в будущем. Первая, вторая, третья позиции. Выбирайте своего человека, выбирайте колоду, выбирайте позицию. И давайте будем с вами смотреть. Итак, как видит партнер ваши с ним отношения. Ваши отношения его глазами. Как он сейчас видит ваши с ним отношения. Вы знаете, он чувствует, что вы его любите, но здесь как будто бы испытывает чувство вины. Чувство вины, возможно, из-за третьего лица. Здесь женщина, которая может к нему также проявляться. И ему хотелось бы от вот этих проявлений, да, вот со стороны третьего лица, со стороны соперницы, как будто бы уйти, отстраниться. Здесь он всячески старается этого избегать. Здесь соперница ваша к нему проявляется, но он от нее старается быть как можно дальше. А ваши отношения? Вы знаете, любит вас человек, готов идти с вами дальше. Вы для него весь мир, для него вся вселенная. И он понимает, что здесь он готов к переменам. То есть по поводу соперницы переживать вам не нужно. Здесь он будет делать все для того, чтобы от нее уйти, для того, чтобы не доставлять вам переживаний, не доставлять вам негативных каких-то эмоций. Потому что с вами у него действительно любовь, вашими отношениями он наслаждается, он получает от них удовольствие. И это удовольствие, смотрите, оно как будто бы такое вот осознанное, выстраданное. То есть он к тому, чтобы развивать ваши отношения дальше, подошел со всей осознанностью. Это решение родилось у него не сиюминутно, не вчера, не сегодня. Это отношение, к которому он шел достаточно долго. И если он совершал какие-то ошибки, то он их признал, осознал внутри себя, скорее всего, проработал, да, по карте трансформация. И видит он вас императрицей, и видит он вас той женщиной, с которой он готов строить свое будущее. С вами стабильность. Опять выходит женская фигура. Очень часто фигурные карты указывают на соперниц, но руководствуясь предыдущими картами, здесь видно то, что от нее человек готов отстраняться и идти в стабильные отношения. Здесь проявляется, скорее всего, вот эта барышня. Да, проявляется вот эта барышня. Но опять же, это все с позиции наблюдения, это все становится для вас таким уроком. Очень много информации о взаимоотношениях вот с этой барышней до вас не дошло, либо не доходит. Но ваш избранник, он и будет стараться держать это все за кадром для того, чтобы вас не ранить. А какими он видит отношения с вами в будущем? Он понимает, что это должна быть совместная работа. Здесь карта брака, карта законных традиционных отношений. Он понимает, что от вас должны быть тоже какие-то шаги навстречу, и сам он готов складываться, карта стабильности. Да, это вот именно семья, семейные карты. Первая позиция, прекрасное солнышко, семья у вас будет. Поэтому смотрите, единички. Если есть вот эта барышня, о которой вы в курсе, вы даже не переживайте. Это все, ну так скажем, ваши какие-то уроки, которые должны вас чему-то научить. И чему-то они уже научили вашего партнера. Они научили его вас ценить. Они научили его делать правильный выбор. И все, что касается ваших отношений, они будут укрепляться. Все, что касается отношений с соперницей, они постепенно либо уже сошли на нет, либо сойдут на нет, потому что человек принимает решение в вашу пользу от соперницы, он уже отстранился, и дальше будет только больше отстранения. Поэтому первая позиция, прекрасные карты. Благодарю вас, единички, за просмотр. Жду ваших комментариев. Идем ко второй позиции. Ваши отношения его глазами. Какими ваши отношения партнер видит сейчас?
Как видит партнер ваши отношения с ним сейчас? На супруга, скорее всего, смотрите, либо кто-то из вас не свободен, и здесь нужно сделать выбор. Но выбор будет однозначно в пользу семьи. Если вы в браке, то однозначно человек хочет его укреплять. Если кто-то из вас в других отношениях законных, то здесь нерушима позиция брака, здесь нерушима позиция императрицы. И от того, чтобы куда-то в другие отношения уходить, человек закрывается. Что с вами? Ожидание. Смотрите, независимо от того, в браке или не в браке, здесь будет предложение от человека, да, предложение, если в браке, предложение, возможно, переезда, какой-то подарок, приятные очень события и дальнейшее развитие. Для тех, кто в браке, здесь рождение детей. Для тех, кто в статусе любовников, любовниц, здесь также будет какое-то предложение, но чуть позже. Человеку нужно все обдумать, потому что сейчас он находится в стадии выбора, да, в стадии принятия решений. Но от вас как будто бы он отказываться не готов. Семью он выбирает, в приоритет ставит, но с вами отношения также хочет развивать. Какими видит ваши отношения в дальнейшем? Однозначно развитие и переход на новый уровень. Абсолютно для всех, кто в браке, кто не в браке, здесь будет развитие. Единственное, что для тех, кто не в свободных отношениях, здесь семью человек ставит во главу угла, но вас терять не намерен. Для тех, кто вот именно в паре, кто свободен, здесь однозначно также шаги вперед, также действия, но будет все развиваться несколько медленнее, чем вы того хотели. Но по данной позиции здесь человек ощущает необходимость вашего общения, необходимость вашего присутствия и в его жизни, ждет того, чтобы вы приняли решение. Если вы в браке, то ждет каких-то действий от вас, да, если вы не свободны, он ждет того, чтобы вы приняли какое-то решение и даже может прибегать к манипуляциям. Он может, со временем перейти к каким-то таким действиям, которые заставят вас принять то решение, которое нужно ему. Давайте для тех, кто свободен, сейчас посмотрим, вот конкретно, кто свободен. Смотрите, здесь почему-то ощущается в дальнейшем какая-то нересурсность. То есть человек будет ждать от вас какой-то помощи, поддержки, от вас каких-то шагов и решений, потому что в одиночку ему достаточно сложно какие-то решения здесь принимать. И он будет ждать каких-то действий от вас. Здесь от мужчины идет разрушение и непонимание ситуации. А чего он хочет? Чего он хочет? Хочет, чтобы вы вкладывались в отношения, хочет, чтобы вы также вместе с ним наравне преодолевали трудности, потому что те трудности, те преграды, которые есть на сегодняшний день, в одиночку не преодолеть. Здесь должна быть командная работа. Поэтому для тех, кто свободен, пожалуйста, уделяйте достаточное количество времени своему партнеру и разговорам о вашем будущем, потому что здесь человек готов стремиться в стабильные отношения, но трудности здесь должны быть закончены, и закончены они должны быть вот именно обоюдно, чтобы действия были не только с его стороны, а еще и с вашей. Ждет от вас, возможно, каких-то шагов навстречу, каких-то предложений, каких-то моментов, когда вы принимаете какие-то решения, потому что такое чувство, что вот все идеи, которые были у него, они, так скажем, подисчерпались, подизносились, зашел человек в тупик и ждет от вас каких-то действий, чтобы вы ему помогли, где-то советом, где-то поддержкой, где-то принятием решений, но однозначно здесь нужно вот что-то делать совместно. Благодарю, двоечки. Идем к третьей позиции.
как видит человек ваши с ним взаимоотношения, ваши отношения его глазами. Как он видит их сейчас. Семья, любовь, партнерство, партнерские отношения. Готов выходить с вами на новый уровень. Но смотрите, вот для тех, кто еще пока не в браке, здесь пока человек еще не видит вас вот именно законной спутницей, потому что вы пока в статусе верховной жрицы. Здесь вы пока в статусе вот именно любимой, нужной женщины, но не супруги. Здесь, смотрите, по третьей позиции может также отыграться, что женщина не свободна. И человек видит вашу необходимость в своей жизни, считает, что вы ему нужны, но до тех пор, пока вы не примете какое-то решение, вот если вы в других отношениях, здесь он ждет, что вы их разорвете. И от этой, ну так скажем, тягомотины, от этой неопределенности человек устал. Здесь будет обновление, здесь будет обнуление, выход на новый уровень тогда, когда вы примете какое-то решение, которое позволит вашим с ним отношениям полноценно развиваться. Чувство к вам есть однозначно, и готов он идти дальше, он делает выбор в вашу пользу, он вас уже выбрал, он это решение для себя принял. Теперь он ждет, чтобы решение приняли вы. Да, здесь нужно с прошлым проститься, здесь нужно вот то, что мешает, отсечь. Скорее всего, вы не свободны. Любит вас, строит с вами планы на будущее. Карта звезда, далеко идущие планы. Но здесь при построении этих планов главное не ходить по кругу. Главное идти дальше вперед. Какими он видит с вами отношения в будущем? Стабильными. Стабильными, ни при каких условиях не хочет вас отпускать. И даже если вы решение о том, чтобы свои нынешние отношения с другим человеком, да, вот в которых вы сейчас находитесь, не разорвете, он вас терять не хочет. Он считает, что вы его счастливый шанс, он будет ждать того, что вы когда-то на это решитесь. Но в качестве любимой женщины, в качестве верного друга, в качестве дорогого человека он вас хочет видеть. Он даже будет согласен на какие-либо компромиссы, на преодоление определенного рода трудностей, потому что без вас он себе уже жизни не представляет. Здесь вы заняли прочную позицию в его жизни. Здесь без вас ему будет тяжело. В идеале хотел бы, конечно же, семью, крепких, прочных отношений, но у него есть страхи, страх совершить ошибки прошлого, страх наступить на те же грабли и, знаете, боится какие-то шаги предпринимать сам, он боится, что он может все разрушить, но работать над вашими отношениями он готов в них вкладываться. Да, здесь хочет стабильности однозначно. Причем здесь в любом формате, в идеале, конечно же, перемены. Перемены в семейном положении, да, то состояние, когда вы оба готовы, когда нет третьих лиц, но... Еще раз повторюсь, здесь вы настолько человеку важны и дороги, что он даже будет терпеть и ждать будет, смотрите, будет терпеть присутствие вот этих вот третьих лиц и соперников, даже будет терпеть вот эти состояния, когда, казалось бы, нет развития, только чтобы вас не терять. Он готов ждать. Примите решение идти с ним в новый формат, он его примет, безусловно, он вас поведет в новую жизнь, в новый формат отношений. Но какое бы решение вы не приняли, человек вас не отпустит. Он будет ждать, терпеть, он будет в формате любовников, он будет в формате друзей. Здесь человек вас не отпустит, здесь вас очень он любит. Третья позиция. Благодарю всех за просмотр. Буду благодарна вашим комментариям, подпискам, лайкам. До встречи с вами в новом видео.